Всем привет, дорогие друзья! Многие из вас просили меня приготовить спаржу. Именно как вкусно приготовить спаржу. И сегодня я хочу поделиться с вами тремя замечательными рецептами из спаржи. У меня сегодня спаржа, запеченная в духовке с беконом, спаржа, приготовленная со специями и чесноком, и вкуснейший суп со спаржей и красной рыбой. Все блюда очень вкусные, выбирайте на ваш вкус, но мне кажется, надо попробовать все. И для рецептов мне понадобится сегодня я хочу показать сразу несколько рецептов со спаржей, потому что она реально очень вкусная и полезная. У меня вот такая зеленая спаржа. Я ее хорошо помыла, обрезала совсем чуть-чуть хвостики, которые были слегка такие темненькие. В конце у спаржи стебель всегда получается такой более твердый. И сама кожица на спарже, она получается тоже такая более твердая. Поэтому вот эту кожицу надо почистить. Я ее чищу овощечисткой. Вот так вот срезаю. Не надо до самого верха, сверху спаржа получается очень нежная и мягкая. А вот снизу кожицу эту надо счистить. Вот таким образом. И сейчас вы должны попробовать отрезать кусочек спаржи и попробуйте. Если она хорошо жуется, спаржу можно есть сырой, не твердая, то эту часть вполне можно оставить. По вкусу спаржа, кстати, очень похожа на свежий зеленый горошек. И таким образом я очищаю все стебли, подготавливаю их. Это очень быстро. Где стебли вот такие совсем тоненькие, молодые, я немного счищаю только внизу. Где стебель потолще, можно почистить чуть больше. Я очистила всю спаржу. И теперь подрежу ей хвостики. Вот эти стебли, у которых отломалась вершинка, я буду использовать для супа. Так что я их сразу буду откладывать отдельно. Здесь подравниваю по низу и срезаю вот эту более толстую часть, которая более жесткая получается. Эту спаржу перекладываю, обрезаю следующие, подготавливаю таким образом всю спаржу. Ну и, конечно, она сейчас очень длинная, поэтому ее лучше подрезать, так она будет более эстетично смотреться на тарелке и поместится в сковородке или в зависимости от того, что вы с ней будете готовить. Вот у меня остаются вот такие некрасивые хвостики, более жесткие. Из этих обрезков я буду готовить суп-пюре. Перекладываю их в сотейник. Также я добавлю капусту брокколи. Я ее помыла, разрезаю на кусочки. И одну небольшую луковицу. Заливаю все чистой водой. Сразу добавлю немного соли. Ставлю кастрюльку на плиту, закрываю крышкой и варю примерно 15-20 минут до мягкости овощей. Для моего второго блюда мне понадобится уже очищенная спаржа и бекон. Я беру по 2 стебля, беру бекон, он у меня такой сырокопченый. Оборачиваю бекон вокруг стеблей. Это очень простой способ приготовления спаржи, и он нравится фактически всем. Я беру по 2 стебля, так как они у меня не слишком толстые. Если спаржа более такая толстая, можно использовать 1 стебель. Перекладываю все на противень. Противень выстелила пергаментной бумагой, чтобы потом меньше надо было мыть. У меня бекон не соленый, поэтому я сверху все немного солю и присыпаю смесью итальянских трав с красным перцем. Безусловно, вы можете использовать любые специи, какие вам нравятся. И сейчас я все отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 15-18 минут, чтобы хорошо поджарился бекон. Так что смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. И еще один способ приготовления спаржи. Здесь у меня уже кипит вода. Добавляю соль, добавляю сок лайма. Можно также использовать и лимонный сок. Используем сок, чтобы спаржа сохранила свой яркий зеленый цвет. И теперь очищенную спаржу я выкладываю буквально на 2 минуты в кипящую воду. Как видите, я опускаю именно вот этими толстыми стеблями вниз, потому что здесь эти стебельки, они очень мягкие. Сверху. Засекаем буквально 2 минуты, не больше. Теперь достаю спаржу на тарелку. Как видите, она остается вот такая же зелененькая. Если у вас спаржа более толстая, конечно, вы можете отваривать ее чуть-чуть дольше. Минутки 3-4. Порежу чеснок крупно.
Если вы не любите жареный чеснок, тогда вы его просто можете разрезать пополам, обжарить на сковородке и потом просто удалить. У нас в семье все любят жареный чеснок, поэтому я его вот такими кусочками режу и буду обжаривать. На мой взгляд, это очень вкусно. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Я включила разогреваться сковородку. Конечно, сковородку надо брать большого диаметра, чтобы поместилась спаржа. Наливаю немного оливкового масла. Добавляю чеснок, совсем немного его обжариваю, чтобы появился такой легкий аромат. И теперь сразу же я выкладываю спаржу. Она еще теплая. Сверху все немного солю. Добавляю мои любимые итальянские травы. Также я добавлю немного орегано. Немного вот так вот все стряхиваю, чтобы все хорошо перемешалось. Обжариваю буквально в течение 2 минут. Аромат великолепный, чесночок обжарился. Вы только посмотрите на эту красоту. Какая великолепная спаржа. И как же это вкусно. И все готово. Снимаем все с плиты. Спаржа готова. Обязательно не переготовьте спаржу. Она должна оставаться хрустящая. Конечно, такая спаржа – это просто великолепный гарнир и к мясу, и к рыбе, к любым блюдам. По желанию можно добавить еще пару помидорчиков черри. И первое блюдо со спаржей готово. Все очень быстро. Буквально готовится за 5 минут. И спаржа получается вот такая. Очень хрустящая, невероятно вкусная. Великолепно. Спаржа с беконом также уже запеклась. Перекладываю все на тарелку. Выглядит очень аппетитно. И аромат копченого бекона. Очень вкусно. Сверху все можно присыпать немного зеленым луком и подавать к столу. Это великолепный гарнир и к мясу, и к рыбе. Также у меня уже отварились овощи. Огонь делаю тише. И все пробиваю погружным блендером. Видите, от спаржи остаются вот такие длинные вот эти вот волокна. Я их назад не добавляю, чтобы пюре получилось более нежным. Сейчас получается вот такое пюре, в которое я добавляю кусочки красной рыбы. Варю еще буквально 5-7 минут и все готово. По вкусу добавляю еще соль и черный перец. По желанию в этот суп можно добавить еще немного жирных сливок. Но я этого делать не буду. Мне нравится именно сам вкус спаржи. И суп также уже готов. Наливаю суп в тарелку. Он такой ароматный, очень полезный. Можно его подать с ложечкой сметаны. Присыпаю зеленым луком и веточка базилика. Вот такие 3 шикарных блюда из спаржи у меня получилось. Рекомендую их приготовить и попробовать. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.